Bocchi the Rock — это одно из популярных аниме осеннего сезона 22 года с множеством отсылок к музыке, поп-культуре и к другим аниме. Мне очень хотелось разобрать все эти отсылки, но мое видео выходит намного позже других подобных роликов, из-за чего я очень волнуюсь, что сказать чего-то нового на эту тему мне, в общем-то, и нечего. Поэтому я просто выдумал новых отсылок. И первая отсылка в названии — Bocchi the Rock. Bocchi — форма второго лица единственного числа повелительного наклонения глагола бочить, что означает поворачивать при движении, уклоняться. The — это грамматический артикль английского языка, а rock — это судьба, обычно несчастная. От какой же несчастной судьбы хотят уклониться обычные японские девочки, нам и предстоит выяснить. Главную героиню зовут Хитори Гото, и, если честно, у меня есть небольшие проблемы с запоминанием имен, поэтому я использую простой мнемонический прием. Чтобы вспомнить имя главного героя, начинаем петь опенинг Эроманга Сенсей. Хитори Гото дайо, хазука шикото кика найдайо не. К сожалению, этот прием работает буквально только с этим аниме, но фишка все равно годная и, возможно, является второй отсылкой, я сам пока не решил. Хитори Гото — стесняша-интроверт, у которой нет друзей, и на протяжении всего аниме ее милые зажимки и некая социальная неловкость дарят теплое ощущение полного превосходства над этой нарисованной девочкой. Именно этим приятным чувством картина и подкупает на протяжении всего просмотра. Смотришь на момент, где Хитори 15 минут не решается войти в новое для себя место и думаешь, насколько же я лучше нее? Это буквально не я. Со мной такого никогда не происходило и не произойдет. Но, конечно же, я не живу в социальной изоляции. И вижу, что у большинства сложилось обратное впечатление об этой девочке, поэтому, чтобы помочь таким людям, я дам 3 совета о том, как не попадать в неловкие ситуации на основе историй из своей жизни. Да, у меня и у самого в жизни были подобные моменты, конечно же, все они были по вине других людей, так что учиться будем на чужих ошибках. И сразу первая история. Еду я, значит, как-то в лифте с 9 этажа на 1, лифт останавливается где-то на 6, двери открываются, и стоящий за ними мужик спрашивает меня: «Вы вверх или вниз едете?» А я отвечаю: «Вниз, куда же еще?» Мужик заходит в лифт и знаете, что говорит? «Ну, лифты еще и вверх ездят». Офигеть, причем с упреком таким говорит, типа вот дурак, не знает, как лифты ездят. И я понимаю, что так как лифт уже находится в движении, на то, чтобы объяснить этому уроду, где его место, и одновременно до момента, когда мы с ним больше в жизни никогда не увидимся, у меня есть примерно секунд 30. И я начинаю. Если учитывать, что все современные лифты, такие как этот, собирают пассажиров только когда едут вниз, то, ожидая лифт не на первом и не на последнем этаже, у нас есть 4 возможных вариации, в которых этот самый лифт может к нам приехать. Первый лифт приехал пустым, едь куда хочешь. Второй лифт приехал с пассажирами, все вышли, едь куда хочешь. Третий лифт приехал с пассажирами, никто не вышел, значит лифт остановился собрать новых пассажиров, а значит он едет вниз. Четвертый лифт приехал с пассажирами, вышла только часть, значит лифт остановился выпустить пассажиров, а значит он едет вверх. Так как я, по-твоему, мог ехать вверх? По кнопке пальцем промазал или что произошло? И знаете, что он мне отвечает? Знаете, что говорит? Воу, ладно, ты прав, успокойся, все нормально. Главное, со снисхождением таким говорит, типа это я тут душнила. Напоминаю, все 20 слов, которые он сказал, полная чушь, а все 114, которые сказал я, чистейшая логика и факты. Короче, мой совет: не будьте душнилой. Возвращаемся к аниме. Наша девчонка не сдается и решает во что бы то ни стало завести друзей и делает это единственным известным человеку способом. Ждет, пока с ней не заговорят люди примерно ее пола и возраста, а там уже само пойдет. И вот на почве общего интереса к музыке в жизни нашей героини появляются первые подруги, обладающие уникальными характерами, которые, мне кажется, можно встретить в любой компании друзей. Она желтая девочка, это синяя девочка, а вот это красная девочка. Именно желтая девочка и дает нашей героине прозвище Бочи в честь грузинского божества, господствующего на 7 отрогах Кавказского хребта. Отличная третья отсылка и повод перейти ко второй истории.
Был выходной, сижу я дома, отдыхаю, и решил я, значит, хоть денек в этой невероятно сложной жизни пожить для себя и заказать пиццу. Так сказать, умножить расслабуху на коэффициент кайфа. Пицца была заказана, и я обратил внимание на то, что курьером была назначена женщина. Не подумайте, я не сексист, и женщинам-курьерам я не оставляю чаевых точно так же, как и мужчинам, но факт того, что курьером была девушка, будет важен для дальнейшей истории. Так вот, приезжает мне моя пицца, курьер достает ее из термосумки, и я уже вытирая руки о свою потную, заляпанную сырным соусом майку, начинаю скрести своими нестриженными ногтями по дешевой картонной коробке в ожидании своей запеченной сырной вкуснятины. Как вдруг девушка выдирает пиццу у меня из рук и произносит: «Через порог не передают», и заходит ко мне домой. В тот момент у меня потемнело в глазах, а ноги начали подкашиваться в коленях. Я не ожидал, что в мою квартиру когда-нибудь зайдет хоть кто-то, кроме меня, а уж тем более женщина. Я продолжал стоять в ступоре, а на моих глазах начали выступать слезы. Если эту наглухо отбитую психопатку не останавливают законы вампиров, то что говорить о законах людских или ментовских? Насколько далеко она готова зайти? Я собрал все свое мужество в кулак, взял пиццу, проводил девушку на выход и закрыл за ней дверь. Настолько страшно мне еще никогда не было и, надеюсь, не будет. В тот день я так и не смог заснуть, всю ночь проплакал. Второй совет: не нарушайте чужого личного пространства. Концовку Bocce the Rock будет сложно понять тем, кто не разбирается в музыкальном бизнесе так же глубоко, как я, но я постараюсь вам объяснить. Заканчивается все тем, что Bocce на школьном концерте делает, как мы называем это в музыкальном бизнесе, stage dive. Но делает это, как мы в музыкальном бизнесе это произносим, в no crowd, как будто, как мы в музыкальном бизнесе говорим, это произошло на саундчеке. Вот и четвертая отсылка на группу Anacondas, довольно неожиданная отсылка, моя любимая их песня про член, она о том, что материться плохо. Я дико извиняюсь, рассказывая о прошлой отсылке, я допустил непростительную ошибку и выдал свою фантазию за истину. Для серьезного ютубера по отсылкам и пасхалкам такое поведение недопустимо. Конечно же, это была отсылка никак не на Anacondas, а на сериал по Королю и Шуту. Надеюсь, вы сможете меня простить. Для всех, кто досмотрел это видео до конца, рассказываю третью историю. Жил я как-то в доме без мусоропровода, и чтобы пореже выходить выбрасывать мусор, я собирал его в большие 160-литровые пакеты. И вот как-то я с таким пакетом еду в лифте, лифт останавливается, и бабушка-соседка меня спрашивает: «А вы вверх или вниз едете?» «Ну с мешком мусора-то я куда еду, по-твоему, шельма? Все, не могу больше, не будьте душнилой». У меня в Телеграме все в полном порядке. Вот чат по учебе, вот инфа про прокладки. Канал про диеты, канал с макияжем, украшения сали, путешествия даже. Демо, まだぼっちちゃんには秘密だよ。じゃあ、明日よろしくね。